Меня зовут Александр. Я закончил несколько месяцев назад бакалавриат в Мюнхене в университете Людвига Максимилиана на программе Betriebswirtschaftslehre или, если переводить на английский, Business Administration. Я учился и на немецком, и на английском. Есть определенные дисциплины, которые проходят на немецком языке. Как правило, такие дисциплины были в первых нескольких семестрах. Ближе к концу обучения остаются практически одни предметы на английском. Года 4 назад. Я здесь учился в РАНХИКС 2 курса на ГМУ. Сначала я переехал оттуда сюда, чтобы учиться на ГМУ. А потом, спустя 2 года, уехал отсюда туда, обратно уже. Родился здесь. Я уехал туда в школу. У меня была возможность закончить там гимназию и поступать с их дипломом о среднем образовании в университет. Но так как я здесь давал экстерном еще школу, то я решил пораньше начать обучение здесь. Поехал туда в 9 класс и проучился 2 года в гимназии в деревне, в небольшом городке Хинтерцартен. Он находится в южной федеральной земле, Баден-Вюртемберг, там Шварцвальд, Черный лес, очень живописные места, и в принципе там было здорово. Это было бординг, да. На немецком, все на немецком, да. Планирую магистратуру, я сейчас над этим тоже последние несколько месяцев работал. И поступил тоже в Мюнхен, только на этот раз в технический университет. Специальность будет похожа, Management and Technology. То есть я решил разбавить такой чистый менеджмент еще технологии. У меня, в принципе, многие мои друзья, с которыми я учился тогда в Баден-Вюртемберге, они переехали в Мюнхен тоже. В принципе, у моей семьи были друзья и знакомые в Мюнхене, и в самом Мюнхене я бывал неоднократно до этого. То есть с городом я был знаком. Бавария, как известно, считается самой такой желанной немецкой землей, наверное, где ребята хотели бы учиться и работать. 2 главных мюнхенских вуза, ЛМУ и технический, они занимают довольно высокие места во всевозможных рейтингах, поэтому, в принципе, я долго не раздумывал, куда мне подавать, и я подал в технический и в ЛМУ, и меня взяли в ЛМУ. Я помню, тогда я лежал на пляже в Крыму, наслаждался летним солнцем, у меня как раз были немецкие друзья в гостях, и мне прислали, что все, Саша, тебя взяли, а надо было через 3 дня туда поехать, сдать документы очно. Я буквально в этот же день беру билеты в Москву из Симферополя, на следующий день лечу из Москвы в Мюнхен, там решаю все дела со страховками, с поступлением, да, но все получилось, да. Этим Германия выгодно отличается от, наверное, практически любой другой страны Европы и мира, потому что там высшее образование государственное, оно не стоит практически ничего. Полгода обучения стоит 140 евро. Насколько я знаю, и в техническом, и в ЛМУ стоит 140 евро именно обучение. И еще люди, как правило, платят дополнительные 190 евро за студенческий проездной. Это такой базовый пакет. Но это не сравнить с ценами за обучение в какой-нибудь Англии или тем более в США. Я живу в съемной квартире. Сразу получить место в общежитии нельзя, потому что там установлен порядок очереди. Многие ребята ждут в среднем свое место в общежитии где-то примерно 1 год. То есть сразу я не мог попасть в общежитие в любом случае, и поэтому я снял там квартиру небольшую, но на одного студента самое оно. И в принципе мои друзья, они где-то процентов на 70 живут в съемных квартирах, либо одни, либо с друзьями. Мюнхен считается одним из дорогих городов Германии, и мюнхенские студенты и, в принципе, проживающие люди жалуются на непомерные цены, особенно в сравнении с какой-нибудь Восточной Германией, с Лейпцигом, где жилье может стоить в 2 раза дешевле. В среднем студенческое жилье, я думаю, стоит где-то в районе 500 евро, если брать и общежитие, и такие небольшие отдельные квартиры. Моя стоит в районе 600.
Она была не до конца обустроена, мне еще было над чем работать, но в ней присутствовали самые необходимые элементы, как кровать, столы, стулья и так далее. Я въехал в эту квартиру после того, как оттуда выехал мой друг. Он довольно аскетичный человек, потому что после того, как он выехал из этой квартиры, он въехал в христианское общежитие, где он живет в такой келье, поэтому мне, конечно, пришлось немного обставить квартиру после его выезда оттуда. Но, в принципе, я не могу сказать, что я устроил в ней какой-то дворец. Это обычная, хорошая студенческая квартира. Это сильно зависит от человека. Потому что мой немецкий друг, который снимает большую 100-метровую или 80-метровую квартиру вдвоем с другом, когда его друг уехал на коронавирус из Мюнхена, и ему пришлось несколько месяцев жить там одному, он сказал, что он просто ненавидит это время, и ему очень скучно, и он хочет жить с кем-то. В то же время я знаю других людей, и, наверное, могу себя отнести к ним, что мне вполне комфортно жить одному, и мне нравится, когда у меня свой распорядок, когда у меня свой порядок, я могу в своей компании почитать книгу, заняться какими-то вещами, работой, и при этом ничто мне не мешает вечером или днем в мое свободное время встретиться с друзьями и уже коммуницировать и социализироваться в свободное время. Я же жил в этом своем интернате с соседом по комнате тоже в течение 2 лет, это мне не доставляло неудобств, так что, в принципе, оба варианта имеют свои плюсы и минусы. Он сильно менялся в течение моей учебы, но если брать, наверное, самый стандартный, если есть какие-нибудь лекции или семинары, то первая половина дня, скажем, часов до 2 – это университет, и потом, в зависимости от дня недели, либо у тебя есть послеобеденные пары, либо у тебя есть время, чтобы идти в библиотеку и учиться. Если у меня есть возможность учиться в библиотеке, то дома я не учусь вообще. Библиотеки там классные, в принципе, суть библиотеки только в том, что у тебя есть стол, рабочее место, где тебя никто не потревожит, где ты окружен сотнями людей, которые занимаются тем же самым, учатся, и это самое главное. Когда ты находишься у себя в квартире, то всегда рядом есть какой-нибудь Netflix, рядом есть книги и другие вещи, на которые хочется отвлечься. Поэтому это концентрация, а к тому же, если ты туда ходишь не один, а с такими же ребятами, то это все очень держит тебя в тонусе и помогает. Это очень большой университет, насколько я знаю, там 10 тысяч студентов. На нашем потоке Business Administration, мне кажется, из 600 человек, которые там обучались, иностранцев было 30% где-то. Я приехал с одним. И мне, на удивление, все хватало, но у меня, я уже говорил, есть там друзья, поэтому меня встретили на минивэне. И первым делом мы поехали даже не ко мне на квартиру, а в Икею, где мы провели часа 2-3, где мы покупали всякие утюги, простыни, наволочки, чашки, все, что может быть только нужно, поэтому я был в неком выигрыше уже. Есть такая в Мюнхене относительно независимая студенческая организация Studentenwerk. Именно она занимается столовыми и общежитиями. То есть формально столовая не принадлежит к университету, но она расположена, как правило, рядом или непосредственно в самих корпусах, или по соседству с ними. И да, столовая – это была, наверное, наша основная точка питания меня и моих друзей в течение университета. Там более низкие цены, чем в ресторанах, там приемлемая еда, абсолютно разнообразное меню, которое подойдет и вегетарианцам, и любителям мяса. Это было нормальное место, где можно было поесть. Завтрак я всегда ел дома, поэтому он вряд ли будет дорогим. У меня стандартный русский завтрак с овсяной кашей и бутербродами. А обед в студенческой столовой стоит где-то в районе €4, я бы сказал. В каком-нибудь ресторане в будний день днем это будет стоить в районе €9. Это не сравнить с какими-нибудь российскими ресторанами, но это было нормально для студентов. Ты можешь вообще не ходить на эти занятия, тебя никто не держит. Ты можешь провести полгода в России или на Мальдивах, в зависимости от твоих предпочтений, и потом приехать на экзамены, и если у тебя есть знания, если ты заглядывал в материалы или ты в принципе разбираешься в этой теме, то ты напишешь все на единицу, то есть по-нашему на 5. У них наоборот, да, единица лучшая оценка и так далее, до 5.
Наверное, говорить глобально о немцах тоже неправильно, как вообще обобщать любое явление. Но в целом мои знакомые, мои друзья, те ребята, которых я наблюдал, они чрезвычайно ответственно подходили к этому. Возможно, потому что это считается очень хорошим вузом, и туда абы кто не попадет. Возможно, потому что они заряжены на успех и хотят действительно устроиться в жизни. Но в библиотеку ходили все, пары без нужды никто не прогуливал. И все, в принципе, понимают, что в университет ты ходишь не для кого-либо, а для себя. Что как ты здесь поучишься, настолько у тебя и будут потом шансы устроиться на хорошую работу, настолько потом ты сможешь устроиться в жизни. Поэтому смысла никакого сочковать нет. В принципе, это одно не противоречит другому, потому что во время бакалавриата уже у студентов есть возможности делать практики, стажировки, либо непосредственно во время обучения, либо во время каникул. И, как правило, к магистратуре люди подходят уже с 2-3 или больше стажировками, и начало магистратуры, оно не заменит им прохождение следующих стажировок, потому что нет нормированного времени, в которое надо закончить обязательно бакалавриат или магистратуру. То есть оно есть, но есть какой-то буфер запаса, когда ты можешь либо сделать обмен, либо пройти практику. Например, магистратура, ее, в принципе, надо закончить за 2 года. Но многие ребята сразу говорят, наверное, я закончу года за 3 просто. Во 2-м семестре я буду полгода делать практику, в 3-м я уеду в Шотландию по обмену. Поэтому, в принципе, конечно, за бакалавриат надо сделать несколько стажировок. Если ты не сделал, тогда, наверное, да. Стоит либо сделать полгода перерыв и сделать стажировку, либо на 1-м курсе делать либо практику, либо так называемую студентенджоб, то есть работать по 1-2 дня в неделю. У меня было несколько практик, несколько в России и 1 в Германии. Изначально в России я стажировался в Министерстве экономического развития, когда еще обучался в РАНХИКСе. Интересная была практика. Потом я решил попробовать себя в маркетинге. В принципе, стажировки нужны для того, чтобы, помимо того, чтобы ты улучшал свои знания и навыки в том, что ты любишь, чтобы ты еще мог пробовать просто разные сферы. Вдруг ты найдешь в себе страсть и увлечение к той или иной сфере. Стажировка в Минэкономразвития, по-моему, была больше месяца, несколько месяцев. Моя 2-я стажировка в аудиторской компании Crowe Horvath, но в которой я был в отделе маркетинга, она была довольно короткой, где-то примерно месяц. Тоже был очень интересный опыт. И у меня была очень хорошая стажировка в компании, которая занимается консалтингом в сфере недвижимости Knight Frank. В принципе, это, наверное, стажировка, которая пока максимально показала мне направление, в котором я хочу развиваться и двигаться. Недвижимость, оценка, не обязательно оценка недвижимости. Вот чем хороши стажировки, ты получаешь там какие-то знания и понимаешь, ты не обязательно будешь применять их в сфере данной, в сфере недвижимости, ты можешь применить их в другой сфере. Поэтому, например, я сейчас раздумываю над тем, чтобы сделать стажировку в компании одной, которая занимается статистическим анализом в области спорта. Во-первых, мне интересен сам спорт, футбол, но с другой стороны, я понимаю, статистический анализ, он может пригодиться тебе в другой сфере. Какая-то часть применима к Data Science, какая-то к Data Analytics. И даже если там 20% от этой практики ты что-то оттуда вынесешь, то почему бы ее не сделать? Тем более, если она оплачивается. У меня были и оплачиваемые, и неоплачиваемые, но должен сказать, что размер оплаты стажировок в Германии, он, конечно, на порядок выше. Я всегда искал сам, как и, в принципе, все мои друзья. Либо ты находишь какую-то компанию, либо ты ее знаешь, и через их сайт всегда есть раздел «Карьера», ты загружаешь туда свое резюме, сопроводительное письмо и какие-нибудь дипломы, справки о прошлых стажировках. Либо университетом устраиваются периодически карьерные дни или какие-нибудь воркшопы, ты тоже можешь туда сходить, решать кейсы, послушать лекции и встретить каких-нибудь представителей фирмы, спросить у них, есть ли возможность пройти стажировку и попробовать тоже. Это было долго. Отправил, наверное, резюме 20, прежде чем получить первую стажировку. Это действительно нелегкий процесс. Супер важно все. И, конечно, особенно для иностранцев важно, что у тебя уже были стажировки. Поэтому я, в принципе, советую перед тем, как поехать в любую страну и делать стажировки там, пройти несколько стажировок в России, потому что это легче, потому что вы, в принципе, поймете, как работает корпоративная культура, и вам это поможет.
зависит от компании. Даже не то, что от компании, зависит иногда от офиса. У меня было несколько собеседований в одну и ту же компанию в мюнхенском офисе и во франкфуртском. Не буду сейчас называть эту компанию, но должен сказать, что сами собеседования отличались кардинально. Во Франкфурте был, по-моему, главный офис этой компании в Германии. И они спрашивали со стажера, как, наверное, с человека, который уже мог бы идти на должность, ну не синьора, но близко к этому. В Мюнхене ребята были гораздо более расслабленные, на позитиве, и их интересовала больше твоя личность, чем твои знания, поэтому зависит от компании. У меня есть две абсолютно равнозначные группы из русских ребят и из немцев. И я дружу с теми, и даже 2 раза отмечаю дни рождения. 1 раз с немцами, 1 раз с русской тусовкой. Среди моих не немецких друзей, наверное, только русские ребята. Или русскоговорящие, в том числе там украинцы. Когда я туда переехал, у меня уже был костяк моих друзей русских, с которыми я мог общаться. Это ребята, которые учились в интернате со мной, либо пару друзей русских я приобрел уже на факультете. Тут у меня уже была группа людей, довольно объемная, с которой я мог дружить. Я познакомился сразу с немцами, и как-то социального места для всяких других ребят у меня уже не оставалось попросту. Если бы попался в нашей группе какой-нибудь человек из Индии или Африки, это не было бы проблемой, но вот уже так сложилось, что были именно такие группы. Какого-то глобального отношения к русским нет, потому что, в принципе, Германия – это уже страна, в которую много десятков лет приезжают международные студенты, и они привыкли, что есть студенты из Испании, есть студенты из России, есть студенты из Украины, из каких-нибудь других стран, и, в принципе, иностранный студент не является чем-то новым для немцев. Поэтому они не удивляются, как, наверное, удивлялись бы лет 20 назад. Поэтому они просто живут с такой данностью, вот, иностранные студенты, если они с нами общаются хорошо, если нет, то нет, у нас все равно своя немецкая тусовка. Так как я к ним влился, так как я идеально знал немецкий, учился в Германии, наверное, они не на 200% воспринимали меня как русского, но при этом, конечно, это все равно было понятно. Не могу сказать, что это как-то влияет сильно на отношения, то есть периодически какие-нибудь шутки бывают, но они бывают в обе стороны, и это, в принципе, нормально. Я считаю, было бы хуже, если бы таких шуток не было, потому что постепенно наш мир в целом идет к тому, что шутить на разные темы становится опасно. И будет как-то даже грустно, если через 10 лет ты приедешь туда и не пошутят про медведя или про балалайку. Это уже даже не смешно, но лучше, чтобы люди не боялись шутить в принципе. По-разному. В Мюнхене есть возможности проводить по-разному время. Есть горы, озера, очень удачное местоположение, поэтому начиная от путешествий, заканчивая какими-нибудь городскими развлечениями, как бары, рестораны, клубы. В принципе, это было большим удивлением для меня, что немцы обожают клубы. Как-то не вяжется образ таких немцев, у которых всегда орднунг, порядок. Можно этим заниматься. Даже был у нас такой случай, когда, по-моему, в первом семестре на завершающей лекции по бухгалтерии один студент прямо на лекции открыл пиво, подошел к профессору, поставил ей бутылку и предложил выпить с ним. По-моему, она ему как-то обещала, что сделает это, если там все будут вести себя тихо. Она ему как-то сказала, когда он пил пиво, а почему бы не предложить своему профессору? Он это запомнил и на какой-то из будущих лекций дал ей пиво, они посмеялись, выпили. В принципе, никого не интересует, пьешь ли ты пиво или курить нельзя, понятное дело. Главное, не мешай другим. Мы ходили на Октоберфест. Лично я там был всего 1 раз, потому что несколько раз я просто оставался в Москве на стажировке. В этом году Октоберфест отменили. В принципе, это довольно весело, это довольно дорого, но, конечно, это надо посетить. Мне так повезло, у меня квартира находится довольно недалеко от Терезинвиза, от Луга Терезы. Октоберфест надо посетить, вы потратите там, конечно, гарантированно за 1 вечер не меньше 100 евро, но это стандарт.
Я не научил их готовить, но я показал им русскую кухню. У меня есть два хороших друга, которых я как-то пригласил к себе в Москву. И пару лет назад мы все-таки это сделали. Мы поехали в Москву. Конечно, они были в восторге. Мы прошлись по всем русским и не только московским ресторанам. Они попробовали борщ, они попробовали котлету по-киевски, что-то там еще. Полный восторг. Москва, конечно, по сравнению с Мюнхеном и вообще любым другим городом Европы воспринимается как космос. Я в этом плане тоже довольно консервативен и люблю классическую баварскую кухню. Это швайнебратен, это шницель, это нюрнбергские братвурсты, сосиски такие. Все это очень вкусно и, наверное, очень вредно. Слушай, это абсолютно разные стили. В Германии ты прямо видишь типажи. Есть много-много-много людей, которые, ты думаешь, я видел сотню таких же, как ты. То есть это стильно, но прям видно. Ты из Германии. Белая футболка, светлые джинсы какие-нибудь, белые кроссовки. Все, понятно. Ты из Мюнхена. И такие же стили есть у девушек. В России есть больше разнообразия. Наверное, это связано с тем, что Москва огромный город, и здесь, в принципе, гораздо больше людей. Но здесь, действительно, пройдя по улицам от Тверского бульвара до Чистых прудов, ты увидишь просто сотни разных типажей, людей, студентов, взрослых людей. Все одеты по-разному. В принципе, насколько мне кажется, немецкие студенты, они в общей массе как-то более ответственно подходят к учебе. Возможно, это связано с тем, что там учиться, наверное, посложнее, или так это просто принято. В России я и без библиотеки здорово учился. Шопинг – это то, что надо делать, это то, что приносит радость, свой гардероб надо обновлять, идти в ногу со временем, поэтому, когда у тебя есть настроение, когда к тому же есть какие-нибудь скидки, то ты идешь и шопишься или делаешь это онлайн. Конечно, это спорная ситуация. С одной стороны, как любой человек, я скучаю за родителями, и я хотел бы видеть их чаще. Но с другой стороны, мы поддерживаем контакт постоянно. Я думаю, в наше время это не сравнить с тем, как мы читали в каких-нибудь романах 19 века, когда сын уезжал в Германию, чтобы познать новые науки, и ты вообще у тебя не было никакой связи, максимум письма. Сейчас у тебя есть телефон, интернет, ты каждый день можешь, если хочешь, созваниваться по WhatsApp. Поэтому вот этот момент разлуки, он немного сглаживается. Но, в принципе, есть, конечно, и плюсы, и я считаю, что в определенном возрасте любому человеку надо попробовать жить самому и брать больше ответственности за свою жизнь, понимать, что ты сам выстраиваешь свой распорядок, ты сам делаешь свою квартиру, выбираешь, как она выглядит, что в ней есть, что в ней нет, и, в принципе, отвечаешь за себя. Это добавляет тебе ответственности, учит как-то распоряжаться своим временем. Я обожаю спорт, и в Мюнхене тоже обожают спорт. Как еще можно относиться к спорту в городе, где есть лучший футбольный клуб мира Бавария Мюнхен? Лучший футбольный клуб мира на данный момент. Когда я жил в России, я очень любил футбол, у меня была возможность играть в него часто. С вузовскими ребятами, или когда я был в школе, я делал это часто. К сожалению, в Мюнхене у меня вообще нет возможности играть в футбол, как-то и негде, и не с кем. Поэтому футбол я не играл уже, наверное, года 2. Но как зритель я слежу за ним постоянно, и друзья у меня такие же, поэтому я просто могу назвать себя крупным болельщиком. Но, конечно, есть другие возможности заниматься спортом. Прежде всего, как и любой немец, я хожу в спортзал пару раз в неделю. Там это принято и, в принципе, доступнее, чем в Москве. Помню, когда один раз я приезжал в Москву на стажировку, она должна была длиться пару месяцев. Я такой подумал, ну окей, пару месяцев, наверное, надо как-то тоже поддерживать себя в форме. Я очень удивился, когда оказалось, что то ли я мог оформить себе пропуск только на полгода, то ли он был такой дорогой, просто в несколько раз дороже, чем в Мюнхене, где я плачу 15 евро в месяц. Там тоже хитро, конечно, если ты покупаешь, то берешь сразу на год, но все равно, если рассчитывать на месяц, то цены прям другого порядка. Еще я начал играть в гольф. Есть много гольф-клубов. Гольф, в принципе, это такой недешевый вид спорта, но один мой друг нашел гольф-клуб, в котором за довольно доступные деньги можно пройти обучение, получить такое удостоверение, что ты прошел обучение, можешь играть на этих 9-лузовых полях. И это неплохо. Есть такие стереотипы, что люди, которые учатся на БВЛ, они все время носят поло
Ральф Лорен и играют в гольф. Ну, немного надо соответствовать стереотипам. Это сложный вид спорта. Я должен сказать, что, наверное, мне еще надо практиковаться. В принципе, наверное, играть в футбол мне нравится больше, но у меня есть возможность пробовать разные виды спорта, и, безусловно, я хочу довести свой уровень мастерства до какой-то определенной планки, но, конечно, не развивать его до максимума. Сейчас я хочу вообще попробовать поиграть в теннис, начать этот вид спорта после прошлогоднего уимблдонского финала Джокович-Федерер, где победил наш друг серб. Я прям полюбил этот спорт. Спорт должен быть, но каких-то явных таких секций, чтобы везде трубили, вот, футбольная секция ЛМУ, вступайте в нее, такого не было. Это, кстати, тоже отличие немецких университетов, там большая концентрация идет именно на учебе. Если я вспоминаю свой русский вуз, там были спортивные секции, футбол, волейбол, баскетбол, все виды спорта, какой-то КВН, студенческие баллы, в общем, много разносторонних видов деятельности. Тут скорее твой университет отвечает за твое образование, а дополнительные вещи ты, если хочешь, находишь сам. Слушай, там было так много всего, что могло запомниться. Мне запомнились сессии, потому что это такой период времени, как правило, 1,5 месяца, когда твоя жизнь превращается в библиотеку, ты в 8 утра выходишь из дома, потому что, чтобы прийти в библиотеку к 9 часам, потому что после 9 свободных столов уже не остается. Ты там сидишь часов до 6, а если время поджимает, то и до 8. И так изо дня в день, изо дня в день, изо дня в день. Это сильно налагает отпечаток на тебя, особенно когда ты приехал из России, где из-за того, что ты здесь обучение на русском языке, ты в принципе не должен прилагать каких-то дополнительных усилий, как в Германии, особенно если ты нормально просто учишься, то все возможно. И когда ты приезжаешь туда, и ты прям понимаешь, что да, здесь надо пахать раза в 3 больше, чем в Москве, чем в России, потому что у немцев есть преимущество, они учатся на своем родном языке. Даже не могу сказать, что меня что-то сильно раздражает. В принципе, я принимаю разные виды обучения. Наверное, есть какие-нибудь мелкие неудобства, например, пересдачи отсутствуют в принципе. То есть, если ты не сдал какой-то экзамен, то тебе нужно ждать следующей сессии полгода, чтобы сдать его еще раз. Это неудобно. Это была особенность моего университета, например, насколько я знаю, в техническом. Там можно пересдать буквально через неделю-две после экзамена, и что это гораздо лучше. Я думаю, стереотипы о немцах у всех людей одинаковые. Футбол, пиво, автобаны, машины и дороги. Но это такие общие стереотипы, которые ты не применишь к каким-то конкретным людям. И, в принципе, потихоньку стереотипы, они развеиваются. И просто люди знают, что я учусь в Германии. Я им много рассказываю, как что здесь проходит. Наверное, главным их новым стереотипом стала библиотека, что я там много провожу времени. Есть 3 картинные галереи, объединенные одним названием «Пинакотека», которые стоит посетить. Самые знаменитые картинные галереи Мюнхена. В них можно найти полотна Ван Гога, Матисса. В принципе, любителю любых художественных направлений есть там на что посмотреть. В принципе, в российских вузах все зависит от того, на какой ты программе. Насколько я слышал от своих друзей, которые занимаются какими-то техническими науками, что говорит мне мой двоюродный брат, который учится на мехмате в МГУ, там все отлично. Безусловно, есть какое-то отставание, возможно, в плане технологий, аудиторий, но оно не критическое, и в таких дисциплинах в России все хорошо, и здесь вообще нет никакого смысла переезжать в другую страну. Если ты изучаешь менеджмент, именно сравнивать дисциплины, которые проходятся, то, безусловно, в Германии они посовременнее и пофундаментальнее. Там профессора, как правило, каждый год пишут по десятке статей и работают непосредственно с компаниями, стартапами, входят в советы директоров крупных компаний, держат руку на пульсе и знают, как чувствует себя индустрия. И ты видишь, что это успешный человек, который уезжает на своем Porsche вечером, потому что он получил свою зарплату в Сименсе, и он тебя чему-то научит. В российских вузах пока идет процесс сравнивания нас с Германией, и я думаю, в течение 10-20 лет. Я надеюсь, что мы сравняемся и в таких
дисциплинах, как менеджмент или экономика с немецким уровнем. Но на данный момент, наверное, все-таки образование в Германии, по крайней мере в Мюнхене, в этом плане находится немного повыше. Если бы я сейчас со своими новыми знаниями, сравнение жизни там, здесь, снова оказался на первом курсе в своем русском вузе, я бы тебе не сказал на 100%, чтобы я уехал в Германию. Просто еще надо знать, что ты хочешь от жизни. И в этом тоже есть отличие. В Германии тебе показывают, вот компании, в которых вы можете работать, в принципе. Вот есть такие специализации, сферы деятельности. Вы можете делать то-то, то-то и то-то. Когда я был студентом первого курса, мне никто не сказал, вот, Саш, ты здорово закончил на 5 все. Давай мы тебя возьмем в какую-нибудь компанию сотрудничества нашего университета и McKinsey или Boston Consulting Group. Ты такой, ничего этого не знаешь, думаешь, ну вот непонятно, а что собственно делать. Сейчас, если бы я был на первом-втором курсе, я, в принципе, прошел бы, опять же, там, 5 стажировок каких-нибудь. Пошел на работу в McKinsey, в BCG или Bain. И я думаю, более низкую зарплату я бы компенсировал тем, что я нахожусь в Москве, в своем культурном коде, с людьми, которые в детстве смотрели «Иван Васильевич меняет профессию» и читали «12 стульев». И это, безусловно, тоже плюс. Но сейчас, если я уже там, то не могу сказать, что мне там как-то сильно плохо. И, наверное, сейчас менять все заново в ближайшее время я не планирую, потому что если уже там, если там магистратура, надо достичь какой-то следующей точки и уже принимать другие решения. То есть, в принципе, если ты в России и четко знаешь, что ты хочешь делать, проанализируй. У тебя есть здесь возможность достичь успеха? Есть какие-нибудь компании, где все хорошо? Тогда ты можешь быть успешным здесь. Если ты точно знаешь, окей, я то-то, то-то, и здесь я больше 100 000 рублей зарабатывать не буду, попробуй себя, если это того стоит. Но нужно быть осторожным. По-разному. Иногда я привожу немецкие пряники Лепкухен, их очень любит моя мама, и поэтому я и периодически их привожу. Они действительно очень вкусные, всегда в таких красивых коробках с баварскими мотивами. Привожу просто какие-то универсальные подарки, как духи, прочие вещи, которые меня просят или сам делаю. Прежде всего, ты должен не забыть зарегистрироваться на экзамен в онлайн-портале, иначе могут возникнуть с этим проблемы. И когда наступает день, время экзамена, вы приходите в аудиторию, садитесь друг от друга на расстоянии либо одного, либо 2 посадочных мест. Впереди, снизу находятся студенты кафедры, ну не студенты, а именно сотрудники кафедры, как правило, это студенты магистратуры, помощники профессора. Они зачитывают вам ваши права, как в суде, что вы имеете право делать, что нет. Это действительно у них не меняется этот монолог, то есть я прослушал его, наверное, раз 30-40 за все время обучения. Они вам говорят, что в принципе вы не можете выходить в туалет, но если вам слишком надо, то скажите нам, у вас не будет паузы на перекур и так далее. Подсматривать нельзя, если вы видите, что кто-то подсматривает, вы обязаны об этом сообщить и так далее. И потом вам раздают листки А4, там стопочка такая с заданиями, и вы ее решаете. Зависит от того, если это тестовый вариант, вы просто либо один вариант ответа, либо несколько вы выбираете. Если это развернутые задания, то у вас там есть задачи, на которые вы либо текстом пишете ответ, либо делаете какие-то расчеты. У меня такого никогда не было, но один мой приятель действительно конфликтовал со своим профессором, у которого он писал дипломную работу. И он отвечает свой материал, ему задают какие-то дополнительные вопросы, он отвечает на них, он считает, что ответил правильно, а профессор говорит ему, ну нет, вот это было не очень хорошо. И в принципе с профессорами, конечно, лучше не спорить. Но что-то на этого моего приятеля нашло, и он говорит, а что я сделал неправильно, скажите, вот это и это? Нет. Это именно так и есть, как надо. Профессор ошалел, у него отвалилась челюсть, наверное, первый раз за много-много лет ему попробовали возразить, он такой, нет, правильно, нет, неправильно. Все краснеют. В итоге он такой сказал, окей, мистер, хорошо, и влепил ему самую плохую оценку, которую только можно было поставить. Наверное, он несправедливо поступил.
Конечно, есть. Просто надо учиться, учиться, учиться. Особенно сложно, когда ты в самом первом семестре изучаешь бухгалтерию. Ты ее, в принципе, я думаю, если ты на русском ее откроешь в первый раз, ты тоже не поймешь, как эти бони, сконти, сальдо, как перебрасывать с актива на пассивы и так далее. А когда все это на немецком, и когда там вплетаются юридические термины, то это реально там черт ногу сломит. И, конечно, есть целая проблема с тем, чтобы понимать это, перечитывать по нескольку раз, но все решается практикой. Если ты действительно много читаешь на немецком, общаешься с немцами, за полгода, если ты плохо знаешь, за год это все пройдет. Я когда туда переезжал, у меня уже был уровень C2, поэтому, в принципе, больших проблем я не испытывал, но все равно, конечно, если сравнивать немцев с иностранцами, у них огромное преимущество. Сам подумаешь, если учиться на родном языке, это земля и небо. Проблем у меня не было, но, конечно, к различным медучреждениям я периодически обращаюсь, как и все. Это обязательное условие немецкого вуза, чтобы туда имматрикулироваться, так сказать, зарегистрироваться. Ты обязан быть застрахован в какой-то немецкой страховой компании. Это может быть либо Techniker Krankenkasse или АОК, любая компания. И я это сделал тогда с самого начала. Мне помогли немецкие друзья. Хорошо, что они у меня были. Они мне сильно облегчили процесс обживания и поступления. Нельзя сказать, что это сильно дорого, но и не дешево. Это где-то 90 евро в месяц, но ты за это получаешь все. Ты можешь ходить ко всем врачам, каким захочешь, ты можешь идти к зубному. Например, я был у зубного в течение нескольких лет, он мне вырывал зубы мудрости. Я за это дополнительно не заплатил ничего, только по этой страховке. А зубного я выбрал там самого лучшего в Мюнхене, которым находится чуть ли не на главной площади города. Поэтому я считаю, это в принципе неплохая система и довольно посильно. Был забавный случай, когда один мой приятель, он на экзамене вставлял себе затычки в уши. Это, в принципе, многие немцы делают в библиотеке на экзамене. Он, видимо, так этим увлекся, что он после экзамена не мог ее оттуда вытащить. Она куда-то очень глубоко туда зашла, и мы искали какую-нибудь медсестру, первый раз в жизни. Оказалось, в ВУЗе ее нет. Поэтому нам пришлось ехать, провожать его до какой-то ближайшей больницы или до частной практики, где ему уже за 80 евро вытащили эту несчастную затычку. Это было забавно. Но нет, в ВУЗе нет, потому что кругом врачи, там ты не умрешь доехать до соседнего какого-нибудь места. Насколько мне известно, там нет стипендии от вуза прям, но там есть много независимых организаций, в которые ты можешь подать за стипендии. Я знаю одну девочку из Казахстана, которая училась со мной на одном курсе, и так как она вынуждена была еще работать, чтобы себя там содержать, и у нее в казахском вузе были какие-то хорошие оценки, я сейчас боюсь перепутать, но что-то такое было, то ли в школе, то ли там. В общем, она подала, и ей даже выплачивали какие-то деньги там в месяц. Да. Так что, в принципе, если есть что предъявить, то есть возможность получить стипендию. Конечно, допускается, она не то, что допускается, она желается. Но, естественно, не подработка где-нибудь кассиром или грузчиком, а желательно по своей специальности или, в принципе, в бизнесе. Это имеет больше смысла и экономического, и потом будущего для твоей карьеры. У тебя есть возможность либо делать полноценную практику 5 дней в неделю, в зависимости от компании, где ты либо 8 часов, либо 16 часов в день, либо ты делаешь студентенджоб, это значит там 1-2 дня в неделю. Если ты сам не будешь на университет как-то выходить, он тебе ни в чем не поможет, но формально там есть на сайте список компаний, которые сотрудничают с вузом, у которых есть вакансии, но все равно тебе придется подавать от своего лица, и ты не сможешь ссылаться на вуз. Но есть, конечно, как я уже упоминал, карьерные дни, когда вуз предоставляет площадку для других компаний, которые потом делают свои стенды, и ты можешь с ними поболтать. То есть некая поддержка есть, но такое, что вот, ребята, мы вам устроим во втором семестре практику, обращайтесь к нам, поможем, такого нет. Стараюсь путешествовать много. Мюнхен удобен тем, что он находится в самом сердце Европы, и у тебя есть возможность путешествовать куда угодно. То есть я за время, что я там был, мой основной маршрут, конечно, является Мюнхен-Москва, поэтому я много времени упустил. Если бы я хотел и не ездил в Москву, я бы, наверное, объездил вообще всю Европу. А так я стараюсь все время Москву, но я, например, съездил с друзьями в Ирландию, в Дублин. Потрясающее место, могу только посоветовать. Я съездил сам в Париж,
на концерт U2. И я ездил опять на концерт U2, это такая старая рок-группа, в Северную Ирландию, почти к ним на родину. Это было классно. И совсем недавно кончился коронавирус, я поехал к своей сестре во Францию на Фликсбусе. Это самая крупная европейская автобусная компания, которая устраивает междугородние перевозки из города в город. Это супер удобно, это ребята, выпускники из моего вуза, где я бакалавр делал. Сейчас они, конечно, мультимиллионеры. Я думаю, может сделать такой же в России. По-моему, здесь нет такого. Они дешевле, чем ненадежные немецкие железные дороги. Немцы удивительно, наверное, слышат, но немцы считают свои железные дороги, свою железнодорожную компанию просто одной из худших в мире, потому что они все время опаздывают, не приходят. Наверное, русским это удивительно слышать, что они так к этому относятся. И Фликсбус это удобно, там за какие-нибудь 15 евро ты можешь доехать за 5 часов из Мюнхена в Прагу.